Туалетный скандал в Великобритании. Беларусь атакует шахеды и решение Пентагона о защите украинского неба. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Ликвидация коллаборанта. Взрыв авто начальника охраны атомной станции попал на видео. В ГУР отчитались об операции. Новый смертельный вирус опасен на региональном уровне и может перерасти в пандемию. Это первый случай заболевания вирусом Марбург в Руанде. Украина требует демонтировать Крымский мост. При каких условиях это возможно? Мне кажется, что тут одна из главных целей, которые сейчас Киев делает, это постарается в юридической плоскости, то есть плоскости международного права. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, друзья. Нам с вами сегодня исполняется 9 лет, а это значит, что 9 лет мы говорим вам то, что есть на самом деле, и обо всех событиях сообщаем вам так, как они происходят. Поэтому все поздравления мы принимаем в комментариях под этим видео, и под другими нашими видео. И, конечно же, лучшим подарком будет лайк, спонсорство или подписка на наш канал, если, конечно же, вы этого еще не сделали. Поехали. Россия не просто страна, добывающая нефть, но теперь и страна, где эта нефть больше всего горит. В Аннинском районе Воронежской области беспилотник атаковал еще одну нефтебазу компании «Анна Нефтепродукт» в поселке городского типа Анна. По словам губернатора Александра Гусева, средства радиоэлектронной борьбы смогли перехватить дроны, и один из них упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты. Снова получается так, что российское ПВО вроде и сбило беспилотники, но они все равно попадают туда, куда нужно. В украинском генштабе подтверждают атаку по нефтебазе и уточняют, что операцию выполнили силы и средства Службы безопасности Украины в сотрудничестве с другими подразделениями сил обороны. НАТО не станет перехватывать ракеты и беспилотники над Украиной так, как это делает над Израилем. Причина в том, что, цитирую, это два очень разных ландшафта и поля боя. Конец цитаты. А также потому, что такие действия могут втянуть нас в войну, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. Мы говорим о двух совершенно разных ландшафтах и полях сражений. Президент с самого начала, когда Россия вторглась в Украину, поручил этому департаменту предоставить Украине то, что ей нужно на поле боя. Они очень успешно используют, будь то средства противовоздушной обороны или другие возможности, чтобы продолжать отвоевывать свою территорию. Министр только что разговаривал с господином Умеровым, чтобы узнать о ситуации на поле боя и лучше понять, какие еще возможности им могут понадобиться, если таковые имеются. Она отметила, что Украина продолжает успешно применять свои системы противовоздушной обороны и другие ресурсы для защиты и возвращения своей территории. Также Сингх сообщила о недавнем разговоре главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Основная цель переговоров – обсудить текущую ситуацию на фронте и уточнить, какая помощь может понадобиться Украине для продолжения борьбы. Об этом же мы поговорили с политологом Алексеем Якубиным, который следит за коммуникацией Украины с Пентагоном и с США в принципе и точно знает детали и политическую подоплеку всей этой коммуникации. И Израиль, и Украина не являются членами НАТО, но тем не менее, получается, страны НАТО сбивают ракеты, но и при этом не вступают в прямую войну, прямое военное столкновение с Ираном. То есть и по аналогии возникает нюанс, связанный с Россией, что почему бы так странам НАТО не делать и с Россией. Украина не является членом НАТО, но тем не менее сбивать над ее территорией по ее разрешению эти ракеты, и что это не приведет к прямому столкновению, к горячей фазе войны с Россией, между НАТО и Россией. Поэтому я думаю, что это нам еще раз показывает, что все-таки определенные дискуссии такого характера ведутся между Украиной и НАТО. Возможно, они ведутся на фоне того, что сейчас, как мы видим, обсуждается вопрос, а как может выглядеть дальнейшее сотрудничества Украины и НАТО, и не примет ли, возможно, администрация Байдена какое-то более историческое решение по этому вопросу. Потому что такие слухи ходят, или обсуждения и в американском
В американских СМИ об этом писали, что, возможно, администрация Байдена, и Байден хотел бы войти в историю, да, в том числе вот приняв какое-то такое решение о более близких контактах между Украиной и НАТО, и, возможно, вопрос, связанный с ракетами, сбитием российских ракет, беспилотников на территории Украины, тут может рассматриваться. Сингх напомнила, что президент США Джо Байден твердо стоит на позиции, что США не будут напрямую участвовать в боевых действиях в Украине, но продолжат поддерживать страну в ее усилиях вернуть свою суверенную территорию. Автомобиль начальника охраны Запорожской АЭС взорвался в оккупированном Энергодаре. В нем находился Андрей Юрьевич Короткий, коллаборант и начальник физической охраны Запорожской атомной станции. Об этом пишет Главное управление украинской разведки у себя в Телеграм. Они также отмечают, что Короткий добровольно сотрудничал с российскими оккупантами после захвата станции. Он передавал захватчикам списки сотрудников с их персональными данными, указывая на тех, кто поддерживал Украину. Также он активно участвовал в репрессиях против персонала ЗАЭС и жителей Энергодара, организуя мероприятия в поддержку российской армии. Кроме того, Короткий был членом путинской партии «Единая Россия» и возглавлял так называемый Совет депутатов в оккупированном городе. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Украина подала обращение в арбитражный трибунал в Гааге, ссылаясь на нарушение Россией Конвенции ООН по морскому праву и требует обязать РФ разобрать незаконно построенный Керченский мост. Об этом говорит заместитель агента Украины на устных слушаниях в арбитражном трибунале по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Россия незаконно построила этот мост, и теперь она должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом. Россия должна сделать это в соответствии с другими обязательствами Конвенции ООН по морскому праву. Мы просим этот трибунал сказать России «довольно». Мы просим вас реализовать цели Конвенции по морскому праву. Мы просим соблюдать правовые нормы, разработанные для защиты общих интересов всего человечества. Кроме того, она подчеркнула, что России необходимо предоставить гарантии, что подобные нарушения не повторятся в будущем. А мы спросили у человека, который следит за международной политикой уже много лет, политолога и кандидата наук Алексея Якубина, есть ли шансы, что такое решение действительно будет принято. Ну, мне кажется, что тут одна из главных целей, которые сейчас Киев делает, это старается в юридической плоскости, то есть плоскости международного права, доказывать, что ситуация с оккупацией Крыма, с тем, что Россия в одностороннем порядке заявила о том, что Азовское море — это теперь только море ее, да, и так далее, что это все было в нарушении международного права, в нарушении, кстати, одного из древнейших разделов международного права, морского права, потому что это, ну, кстати, еще там условно 17 века, да, мы можем говорить, даже ранее там были уже попытки создать здесь какие-то нормы там по поводу прохождения судов и так далее. Я на самом деле не исключаю, что дальше потом это решение потенциально может быть использовано в попытке, например, наложить определенные ограничения для России в использовании ее морских морских портов, например, да, то есть использование, использовать как бы это как прецедент для того, чтобы просить о ограничителях дополнительных на те возможности, которые есть в России там, в плане использования России же тех же норм и конвенций по международному праву, которые регулируют морские сообщения между странами. Беларусь начинает самовтягиваться в войну. В чатах города Калинковичи стало распространяться видео, зафиксировавшее падение беспилотника, точнее звук от этого падения. На записи слышен нарастающий шум бензинового двигателя, как у мопеда, пишут пользователи сети, а затем оглушительный взрыв боеприпаса. Этот звук услышали жители всего райцентра и соседних деревень. Ранее медиа писали о том, что дрон камикадзе «Шахед», который участвовал в воздушном налете России на Украину, оказался на территории Беларуси и взорвался в Гомельской области.
Кроме того, уже сейчас стало известно, что к женщине, из дома которой было снято видео, пришли КГБ, провели обыск и задержали ее. Поэтому, если вы нас смотрите с территории Беларуси, то будьте очень осторожными и думайте, какое видео вы выкладываете в сеть, а какое нет. Хотя, наверное, независимо от этого, к вам может прийти КГБ. Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании и экс-глава Министерства иностранных дел, поделился любопытной историей в своих мемуарах «Unleashed» «Раскованный», которые уже успели вызвать немало обсуждений. Он рассказал, что в его личном туалете в здании МИД нашли прослушивающее устройство. Но самое интересное, что инцидент произошел вскоре после того, как туалетом воспользовался израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет Daily Telegraph, где и были опубликованы отрывки из книги Бориса Джонсона. По его словам, случай произошел в 2017 году. Во время одной из встреч с Нетаньяху тот неожиданно извинился и ушел в туалет. Это может быть совпадением, а может и нет, но мне сказали, что позже, когда они делали регулярную проверку на наличие жучков, они нашли подслушивающее устройство в туалете. Когда журналисты попытались узнать у Джонсона дополнительные какие-то детали, он уклончиво ответил: «Все, что вам нужно знать, уже описано в книге». Стоит добавить, что примерно в этот же период Израиль обвиняли в установке прослушки в Белом доме. Тем временем мемуары Джонсона еще до своего официального выхода 10 октября уже стали предметом бурных дискуссий в Лондоне. Первый случай вируса Марбург зарегистрирован в Руанде. Всемирная организация охраны здоровья оценивает риск вспышки вируса как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне. На данный момент подтверждено 36 случаев заболевания, включая 11 смертей в 7 из 30 округов страны. 25 пациентов изолированы и получают помощь, добавил генеральный директор ВОЗ. Как он объяснил, лечение и вакцины против болезни, вызванной вирусом Марбург, находятся в стадии разработки. Лечение заключается в поддерживающей терапии, регидратации и лечении осложнений. Вирус Марбург вызывает марбургскую геморрагическую лихорадку, смертельное заболевание, передающееся через контакт с биологическими жидкостями зараженных людей или животных, в основном это летучие мыши и обезьяны. Болезнь развивается после инкубационного периода от 2 до 21 дня, на ранних стадиях это до 5 дней. Симптомы включают лихорадку, головную боль, сильную слабость и мышечные боли. Затем 5-7 день проявляются диарея, рвота, боли в животе и кожные высыпания. Поздние стадии, 7-10 день, заболевание может привести к внутренним и наружным кровотечениям, а также к полиорганной недостаточности. Летальность вируса Марбург варьируется от 23 до 90% в зависимости от вспышки и уровня медицинской помощи. Согласно отчету Министерства здравоохранения, более 70% подтвержденных случаев – это медицинские работники из 2 медицинских учреждений в столице Кигали. Это первый случай заболевания вирусом Марбург в Руанде. Инструменты общественного здравоохранения, включая отслеживание контактов, раннее выявление и уход, вовлечение сообщества и информирование о рисках, эффективны для предотвращения передачи инфекции и спасения жизней. Ну и напоследок несколько слов про Нехта. Кроме того, что нам сегодня исполняется 9 лет, и я призываю вас писать в комментариях нам, что вы успели почерпнуть из наших эфиров, о чем вы успели узнать, может быть, что вас радует, что вас не радует. Все отзывы, все комментарии приветствуются. Ну а кроме того, канал Нехта на информационной волне. Сегодня в 9-летие нашего проекта есть отличные новости. YouTube-канал Нехта Лайв по итогам сентября занимает 2-е место среди всех новостных каналов на русском языке. От лидера нас отделяет всего 2 миллиона просмотров. И спасибо вам за ваши подписки, за ваши просмотры, за такой подарок ко дню рождения канала Нехта Лайв.
Мы вас за это благодарим, призываем не останавливаться на достигнутом. Для того, чтобы смотреть нас безопаснее, мы разработали целую инструкцию, прикрепили ее к этому видео, как смотреть Нехт Лайв через VPN. Это очень помогает, если вы находитесь на территории России или Беларуси. Ну и, конечно, не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это на самом деле очень важно. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.